мы можем приступать к построению и моделированию непосредственно нашей чашки. С чего же мы начнем? А для чего мы брали мерку высоты от талии до груди? Для того, чтобы нам найти само расположение чашки. То есть первоначальная точка, которую мы найдем с вами, это основание чашки. Для этого мы брали с вами мерку ВТГ, высота от талии до груди. У меня она 13,5 сантиметров, никаких прибавок я не делаю. Максимум можно наоборот отнять, для того, чтобы не сильно упираться в саму грудь. Но мы брали до расстояния нашей кости, поэтому возьмем нашу мерку 13,5. И вычитать ничего не будем. Можем чуть-чуть ее опустить, но это уже будет по вашему желанию, насколько вы хотите приподнять вашу грудь. Оставим засечку здесь, 13,5. Называем эту точку Т50. Проведем невидимую горизонтальную линию, которая будет параллельно всем нашим горизонтальным линиям. Это будет у нас мерка СГ4. Мы ее потом будем с вами проверять. Незаметненько себе ее проведите, чтобы она вам сильно не мешала. До конца чертежа. Может быть, вы ее на видео у меня не видите, но для себя я ее отмечу. Нашли основание нашей чашки. Теперь нам нужно понять, какое будет расстояние между нашими чашками левой и правой. У меня есть здесь вот такая вот перемычка. И забегая вперед к пошиву, я понимаю, что мне для того, чтобы сюда расположить свой припуск, нужно какое-то расстояние заложить. Припуск обычно 0,5 сантиметра, поэтому мы сюда закладываем в каждую сторону наш припуск, который уйдет на пришив нашей чашки. Соответственно, я себе возьму сантиметр. Я, во-первых, не очень люблю, когда слишком широкая перемычка, и по эскизу нет слишком узкой перемычки. Широкая, она ведет к тому, что слишком далеко расположены чашки, поэтому рекомендую делать до 4 сантиметров в общем объеме, то есть 2 с каждой стороны. Я отложу среднее сантиметр. Это еще не окончательная точка, где у нас будет начинаться чашка. Проводим себе вертикаль вниз и вверх, то есть мы можем искать эту линию вверху или внизу по нашей модели. Вы видите, у меня она немножко чашка развернута, то есть таким кошачьим глазом. Соответственно, у меня центр немножко ниже, а край чашки немножко выше. Беру в помощь себе уже готовую чашку, чтобы эту линию найти здесь у себя на чертеже. И поворачиваю вот от горизонтали груди, поворачиваю ее в разные стороны. Вот и смотрю, как мне будет хотеться ее расположить. Вот немножко завышаем край чашки и центр чашки занижаем. Здесь я уже отсюда нахожу свою предполагаемую, желаемую точку нахождения центра. Отметила. То есть вы можете и расположить ее горизонтально, и немножко повернуть вверх, но не советую, потому что иначе у нас будет здесь часть груди открываться, и это будет, конечно, не очень красиво, поэтому советую сделать так. Отметили. Также проведите себе горизонталь через точку Г7, через центральную точку нашей груди, чтобы нам найти с вами ширину чашки. Ширина чашки у нас ищется таким образом. То есть мы с вами мерили заранее глубину нашей чашки, и у нас получилась определенная величина. Повторюсь, как мы это с вами делали. Вот таким вот образом мерили всю чашку. Здесь я не буду считать вот эти припуски и вычту из общей мерки, которую я сняла, вот эти вот 0,5 сантиметров. То есть буду мерить прямо от самого-самого основания. Еще раз. У меня получится вот 19 вместо 20,5, то, что уйдет в припуск, 19. Можно чуть-чуть побольше себе сделать на огибание чашки, это будет 19,5. На огибание ткани, на толщину ткани. И именно вот по этой вот линии отложим себе эти 19 сантиметров.
Еще можете ориентироваться на линию проймы, то есть заходить сильно за не рекомендую, потому что сами понимаете, что у нас получается чашка примерно заканчивается как раз в районе вот этой вот части проймы, то есть переда части проймы. Отлично. Эту точечку мы с вами назовем G31. Тем самым у нас с вами практически готовые очертания нашей чашки. Нам осталось найти верх нашей чашки. Также мы снимали с вами мерку высота чашки, ВЧ. Это высота плоскости чашки. Она у меня в моей чашке 11 сантиметров. Измеряем глубину высоты чашки и находим среднее между этими двумя величинами. 14,5 плюс 11,5 и делим на 2. У меня это получается 13 сантиметров, 12,7. Ну, я возьму, округлю, 13 сантиметров. Делаю засечку. Сразу же вы можете горизонталь провести к выточке, потому что мы будем эти точечки задействовать в самой нашей чашке. Теперь по горизонтали, которую мы с вами провели через точку Т50, откладываем те же самые величины раствора выточки внизу, потому что мы хотим максимальное прилегание в области вот этой точки, чтобы она максимально прилегала к телу. Соответственно, я буду те же величины откладывать и сверху. Проводим вертикаль. Она уже у нас итоговая, то есть это уже можно проводить жирными линиями. Потолще, чтобы их видно. Можете уже немножко себе очертания своего топа задействовать. Вот, нашли края. Точка, точка, точка. Это еще не найденная точка, это только край. То есть мы будем опираться на нашу чашку и смотреть по дуге чашки, как же у нас закончится в итоге, где будет край самой чашки. Также я уже подбирала на нашу косточку, которая абсолютно четко подходит мне под мою чашку. Вот. Где-то есть погрешности, но один в один найти очень тяжело, поэтому мы будем на нее ориентироваться. И для того, чтобы у нас было меньше всего вот в этой части складочек, сборочек, недочетов при пошиве, нам нужно максимально ориентироваться вот на эту выемку, потому как мы ее будем вставлять, и она будет фиксировать ткань. И если у нас будет шов не повторять нашу косточку, она ткань будет двигать и создавать нежелательный объем. Соответственно, эту косточку мы используем как лекало. То есть можем уже соединять и моделировать нашу чашку. Начнем снизу, G2 и P53. Обозначим эти точки, чтобы нам их потом на чертеже легко искать. Соединим вот таким вот образом, используя нашу косточку. Она у нас будет под ними, поэтому можем использовать именно верхнюю часть. Не бойтесь рисовать, какие-то линии рисовать на глаз, это все-таки ваше восприятие, это тоже очень важно. Но опираемся на нашу косточку, потому что, повторюсь, это важно при моменте втачивания чашки, чтобы все у нас здесь было ровно. То есть вставили, оставили немножко себе здесь для толщины самой ткани. Я сделаю засечечку и продолжу то же самое соединять с той точкой, которую мы уже нашли, край чашки. Вот видите, она у меня выходит за пределы той точки G3, G31. И еще померю
То есть мы берем все эти мерки с условием того, что у нас есть чашка. Если чашки вы не собираетесь использовать, вы можете делать это уже максимально опираясь на свой эскиз или на взгляд, как вам хочется, чтобы ваша чашка была. Она может быть хоть и пол чашки и закрывать только маленькую часть нашей центральной точки груди, то есть это уже по эскизу будет. Так как мы опираемся на чашку, мы ее полностью используем в нашем эскизе. Также я промерю ее вот в таком ключе, делаю себе засечечку и переношу на другую часть, на левую часть, боковую, и тоже также делаю засечку, где она заканчивается. Отлично. То есть мы взяли и косточку, и чашечку, и все это использовали для того, чтобы нам все это преобразовать в чертеж. Теперь мы нашли край нашей чашки и, соответственно, можем формировать верхнюю часть той же самой чашки. Я делаю это таким образом, чтобы максимально быть похожей и найти эту линию с нашей чашкой. Делаю вот такие вот манипуляции. То есть выгибаю, и из чашки создается само по себе лекало. Чем точнее у нас будет наша чашка на чертеже, тем она точнее ляжет на нашу чашку, которая здесь. Обязательно прибавляйте себе где-то 2-3 мм, потому что огибания ткани будет не хватать. И соблюдаем правила нашего сопряжения. Таким же вот образом можно проверить, как у нас получилось. Я делаю немножко на огибание плюс 2 огибание ткани. Вот, и как раз у меня практически идеально хватает на нашу чашечку. Используйте в помощь себе лекало, чтобы можно было бы поточнее сделать линии. Вот. Но здесь они не очень удачные для груди. Я, в принципе, удачные и не встречала, поэтому ориентируюсь на глаз, ведь они сильно подходят, поэтому смотрите. Отлично, очертили нашу чашку, теперь мы можем рисовать сам рельеф именно на грудной выточке. Здесь используйте как раз лекало, чтобы вам помогало красиво очертить грудь. Но примерно представляете, как она все-таки выглядит. Вот можно опираться на чашку и смотреть. Вот более выпуклая она в стороне как раз сосковой точки. А здесь уже более пологая. То есть здесь нам не нужны вот эти сильные огибания. Сильно не нажимайте на карандаш, потому что мы еще продолжим моделирование, так как у нас верхняя Т-образная чашка, вот обтачка сверху, она, деталь сверху, она у нас цельная. Поэтому пока что можете обводить только нижние детальки. Повторюсь, лекало для чашек сильно идеально не подходит, поэтому смотрите на общий вид чертежа. Старые выточки можно подстереть, чтобы они не мешали вам визуализировать себе чашку. То есть, в принципе, можно чашку оставить уже и такой. Но так как у нас эскиз определенный, мы с вами будем уже его дальше моделировать. Смотрим на эскиз и примерно откладываем вот нашу часть верхней полоски. Я представляю себе визуально это в жизни, и мне кажется, что эта часть составляет 1/4, 1/3 от всей чашки. Ну, скорее всего, даже 1/4. И делю вот эту вот вертикаль на 4 части. 13 сантиметров делим на 4, это где-то 3 с чем-то. То есть я могу оставить 3 для ровного счета. И везде от верха откладываю себе 3. Это не обязательно, можно 3,5, 4,5, как вам захочется на вашем уже конкретном изделии.
откладываем и также соединяем параллельно выбранной, уже выделенной нашей верхней части. То есть вот это уже практически то, что будет в итоге. Смотрим, нравится ли нам форма, все ли устраивает, и можем обводить. Заканчиваем перемычку и проверим сопряжения, которые здесь у нас сделаны, и переводим вот эту часть в цельную, используя кальку. Проверю сопряжение внизу здесь, так как у нас получается, что мы будем их соединять. Видите, не очень хорошее сопряжение получается, поэтому либо мы будем удлинять чашку, либо будем вот эти части сокращать. Скорее всего так, потому что удлинять чашку не получится, а подрезать, сократить вполне себе возможно. Так, это уже новое. И продолжаем как бы нам ее сократить. Можем немножечко себе помочь и чуть-чуть добавить к низу и убрать вот сверху. Повторюсь, сильно нам от косточки отходить нельзя, иначе будет очень большие погрешности в области вот этих частей. Начинается уже сборить ткань, потому что кость ее толкает. Вот. Ну и плюс вы косточку можете немножко двигать и работать с костью, то есть ее немножко выгинать и выгибать, для того, чтобы она приняла идеальную форму чашки. Вот насколько здесь нужен глаз для того, чтобы чашки были просто вот идеальными, ни единой складки. Так, проверяем дальше еще раз сопряжение самой чашечки. Отлично. Все, у меня прям отличное получилось сопряжение. Можем также проверить и низ. Здесь не самое идеальное, но миллиметр мы с вами на ткани, естественно, уже выделим. Но так как у нас здесь окружная деталь, поэтому она должна быть такой плавной. Далее полностью переносите переднюю часть к боковой. Или наоборот, вы можете обвести сначала боковую и передвинуть ее к центральной части. Это не суть дела, это не важно. Главное — результат. Обводим, соединяем. Можно вырезать эту детальку и приложить. Я буду вот таким вот образом переводить. Угу. Попала точка. Здесь также попала. Отлично. Можете спокойно уже обводить полностью вот эту вот нашу верхнюю часть нашей чашки. Так ее, в принципе, можем и обозвать. Верхняя часть чашечки.
Дальше еще будем обводить это все яркими фломастерами, чтобы нам наглядно было видно все детали. Вот. Но подстирайте то, что вам уже не нужно, чтобы не мешало глазам. Понимать, как в итоге у вас все вышло. То есть эту детальку мы уже стираем. И у нас остается вот то, что мы с вами перевели. Соответственно, все промежуточные тоже можно подстереть линии. Видим, да, что у нас уже все практически готово. Отмечаем центр груди. Смотрим, как вообще нравится расположение или нет. Но если у нас все соблюдено, как мы с вами сейчас проговорили, то я думаю, что погрешностей здесь будет мало и все должно сесть хорошо. Теперь для проверки обязательно проверьте линию под грудью, совпадает ли она с вашими мерками. И если не совпадает, то нам придется что-то вот в этой части менять. Проверим СГ4, полуобхват груди 4 под грудью, и померим то, что у нас получилось на чертеже. Естественно, не учитывая выточки. Считаем. Перевели. Перевели. У меня получилось 36,5 сантиметров. В совокупности это получается 73 сантиметра. 73 немножко меньше, чем я мерила у себя под грудью, у меня 74. Поэтому я себе оставлю побольше припуск сзади, потому что эта часть меня полностью устраивает. То есть я себе добавлю еще чуть-чуть на то, чтобы отрегулировать именно на спинке. То есть прям вот таким вот образом делаю и добавляю себе целый сантиметр для того, чтобы потом это все регулировать дело. Такая махинация возможна только с корсетным изделием, потому что если у нас бок немножко сдвинется 0,5 влево, 0,5 вправо, у нас нет проймы, нам никакой роли это не сыграет. Если, допустим, у вас такая ситуация произошла с платьем, и у вас есть пройма, но это все очень прилегает, то я советую все-таки эту часть добавлять, распределять равномерно между боком и, например, рельефом. Спинка и центр лучше не двигать. Это как рекомендация. Также можете проверить сам обхват груди, то есть проходящий через нашу сосковую точку. Так, это у нас все не меняется, не прерывается. Все это должно быть горизонтально всем нашим, точнее, все это должно быть параллельно всем нашим построенным обхватам. Здесь у меня получается вот как раз 44, потому что немножко у меня грудь ушла от линии груди вниз, и какие-то моменты ее немножко съедали, поэтому немножко меньше получилось. Соответственно, мне и пришлось добавить этот сантиметр. Теперь у меня ровно 44. Но опять же, в корсетных изделиях есть такая тенденция, что мы можем наоборот даже вычитать прибавку, чтобы себя немножко сдавить, немножко сузить в районе торса. Практически у меня попало в мерки, поэтому нам остается только закончить линию края верха корсета на спинке. Здесь я не буду ее делать сильно под лопатки, чтобы мне не давило, собственно, сами лопатки. Поэтому немножко я советую от вот этой линии и места лопаток спуститься вниз. То есть прям можете наметить себе на манекене, как вам нравится, можете примерно это сделать. Но представляйте, что в этой области у вас лопатки. Соответственно, корсет, когда давит на них, это не очень приятно. То есть мы примерно себе обозначили. Теперь от этой чашки нам нужно максимально плавненько эту линию провести. Вы ее рисуете плавно, не тонким движением карандаша, потому что сейчас опять же будем искать сопряжение. И с помощью кальки, допустим, это у нас линия
финальная мы будем от нее с вами плыть. Ищем сопряжение, чтобы все детальки у нас хорошо сошлись. Вот, видите, мне как требуется поднять вот эту часть линии. То есть она у меня будет, наоборот, не вогнутая, а выгнутая. В помощь, если что, берите себе лекальце. Я, наверное, немножко подниму, чтобы это не было сильно выражено. Вот. Дальше делаю сопряжение уже центральной части и боковой части спинки. Переношу. Вот это должно быть вот таким вот образом. И на чертеже тоже. Вот, эти точки у меня строго параллельны, потому что эта часть должна быть равна этой части. Здесь уже можете выводить линию, как вам нравится. Главное, чтобы центральная часть сама себе же была сопрягаемой. Переворачиваем. Получаем ровный отрезок. Теперь можем абсолютно точно эти все линии делать четкими и стираем то, что нам уже не нужно. Немножко, чтобы это было практически невидимым. И уже очертания сами нашего корсетика вам уже станут понятны. Нам остается построить лямочки и дальше выделять уже все наши детальки цветами, чтобы видеть, что у нас получилось с вами.